Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал Plants World. Сегодня у нас с вами новый, как всегда, рецепт подкормки для спатифилума, ну и не только для этого растения, подходит и для антуриумов, и для орхидей, и для замиокулькаса, то есть для большинства абсолютно комнатных растений. Главное, правильную дозировку соблюдать и сроки внесения. Ну и есть, конечно же, некоторые нюансы, которые тоже с вами обсудим. Однако сегодняшнее средство очень эффективно для предоставления нашему растению энергии для цветения и роста в тот самый момент, когда ему это так нужно, то есть в разгар лета, в самом начале, да и в середине и в конце очень актуальное средство. Так что сегодня с вами, друзья, все это сделаем, но перед этим хочу с вами поделиться таким моментом, как прочистка вот таких вот элементов нашего растения, которые его абсолютно не украшают, но могут стать источником развития всяких нехороших процессов гнилостных и плесневелых. Поэтому, друзья, своевременно все это дело надо обязательно обрезать. Во-первых, это повышает внешний вид растения, улучшает его. Во-вторых, это, конечно же, профилактика всяких проблем и заболеваний с растением. Ну и плюс энергию из растения такие вот желтые ветки тоже могут высасывать. Так что, друзья, делайте это вовремя. Ну и перед тем, как начнем готовить, сразу к вам просьба поставить лайк, чтобы больше людей узнали этот рецепт. Это очень важно, и спасибо всем, кто это делает. Сейчас первый ингредиент перед нашими глазами — это обыкновенный чай. Ну, не совсем обыкновенный, а ромашковый. Ну, ромашковый чай, он отличается тоже своим таким спектром полезных веществ, но вы, друзья, можете использовать и другой чай. То есть в каждом, конечно, будут свои вещества, но в целом результат и эффект будет очень схожим между ними. Но почему я использую ромашковый? Потому что он меньше закисляет почву, а это единственная проблема при использовании чая, так как спатифилум любит не сильно кислую. Если перестараться, можно почву перекислить, друзья. Так что все используйте в меру, и лучше, конечно, возьмите чай, как у меня. В крайнем случае можете брать любой. Ну и почему же мы будем использовать непосредственно этот первый ингредиент? А у нас их всего сегодня будет два. А все очень просто. В чае содержится на самом деле достаточно полезных веществ для того, чтобы можно считать его одним из лучших вариантов подкормки. Потому что листья содержат танины. Это такие вещества, которые улучшают структуру почвы. Чай также содержит азот, который очень полезен для роста зеленой массы, то есть новых листьев нашего спатифилума. Калий, который стимулирует цветение, ну и плодоношение в случае, если мы будем использовать для, например, рассады, в том числе тех же каких-нибудь помидоров. Это тоже будет хороший вариант. Конечно, не для спатифилума. Фосфор, необходимый для развития корней, содержится в чае. И различные микроэлементы, как марганец, калий и магний. То есть посмотрите, какой большой комплекс полезных веществ содержится просто в первом ингредиенте нашей подкормки, не говоря уже о втором. Но всему свое время, друзья, и сперва мы приготовим первый ингредиент, заливаем горячей водой. Не нужно ее доводить до кипения, а просто лучше разогреть, пока маленькие пузырьки не появятся. Слишком кипятить ее не стоит, тем более, что ромашка заваривается в очень таких лояльных температурах, 60-70 градусов достаточно. Теперь второй наш ингредиент. Когда мы в чашке заварили просто максимально простым способом ромашковый пакетик, берем теперь разбирать сахар. Это второй наш ингредиент. С ним, конечно, не стоит заигрываться, потому что это может вызвать появление всяких насекомых, которые очень любят сладкое, но мы будем использовать его в такой дозировке и таким образом, что растению это никак не навредит, а скорее наоборот, напитает наш цветок энергией для всего сезона, для цветения, который сейчас очень важен. Растение сейчас сможет выпустить очень много цветов, к слову, если правильно его подкармливать, и, конечно, про уход тоже не забывать. И при этих всех условиях сахар — это то, что сейчас нужно, чтобы дать энергию растению. Он содержит глюкозу, что очень позитивно для активного роста и цветения в такой важный период. Что же мы, собственно, делаем? Вот чай наш заварился, не нужно его прям сильно долго заваривать, как обычно для себя мы это делаем. Сейчас это все
переливаем, но не целиком, а часть только, посмотрите, вот. То есть 50 миллилитров у нас слабой, не очень сильной заварки ромашкового чая. И буквально 1/3 чайной ложки, у меня немножко даже может быть много, ну, наверное, нормально, насыпаем тоже в ту же емкость для смешивания. И, конечно же, нам в результате нужно будет еще это все дело растворить. Но сейчас мы все размешиваем, чтобы сахар полностью растворился, конечно же. И теперь литр чистой воды, новой. И сюда эти вот 50 миллилитров нашего действующего эффективного вещества сюда добавляем. И здесь тоже перемешиваем для более равномерного эффекта. Теперь, друзья, можно заняться самым важным – подкормкой. Рекомендую поливать в поддон с патифилум. Летом только так и делаю, потому что так мы можем отрегулировать, сколько же растению нужно воды. Действительно, оно будет его, скорее всего, у вас выпивать как само просто не свое, очень много воды будет выпивать. Если будет оставаться, тоже не стоит это пропускать. И убирать стоит воду тоже вовремя. Отличный вариант полива. Но, в общем-то, второй способ – это опрыскать листики, что тоже хорошо. Постарайтесь на цветы не попадать, как я это делаю, потому что они подкормку у нас не впитают уж точно, а вот привлечь каких-нибудь вредителей это может. Но вот, кстати, о них. Нам стоит потом опрыскать листики чистой водой. Через время, через день. Там можно позже, можно раньше. Главное, чтобы подкормку листики впитали. И для профилактики вредителей, хоть дозировка сахара у нас небольшая, лучше их будет потом помыть. Друзья, обязательно поделитесь этим видео с друзьями. Так не только они узнают об этом средстве, но и гораздо больше любителей цветов в разных местах мира. Так что, друзья, спасибо всем большое за просмотр и за вашу активность. И увидимся совсем скоро. Всем пока. А пока вы можете посмотреть вот это видео, ведь здесь мы приготовили другую интересную подкормку.